Привет! Сегодня хочу вам предложить 5 идей вкусных завтраков, которые я достаточно часто готовлю. Потому что все они готовятся по очень простому принципу. Все смешал и выложил на сковороду. И получается быстро, вкусно и красиво. Для первого завтрака в кефир всыпаю соду и размешиваю. Теперь добавляю яйцо, щепотку соли и растительное масло. Смешиваю до однородности и по частям ввожу муку. У меня мука цельнозерновая пшеничная, можете взять любую на ваш вкус. Замешиваю однородное густое тесто без комочков. В общем-то, это обычное тесто для оладий, но оладьи сегодня у меня будут не простые, а со вкусом пиццы. А это значит, что выбор ингредиентов, которые можно положить в оладьи, просто огромен, и получится вкус вашей любимой пиццы. Я сегодня положила самые простые. Небольшие кусочки сладкого перца, запеченную куриную грудку у меня уже была готовая, я ее просто мелко нарезала, измельченный помидор и, конечно же, натертый сыр. Ну и какая же пицца без орегано? У меня орегано свежий, но вполне подойдет и сушеный. Вымешиваю тесто, чтобы все компоненты равномерно распределились. Хорошо разогретую сковороду промазываю буквально каплей растительного масла и выкладываю оладьи. Огонь сразу убавляю до минимума. Сковороду накрываю крышкой и выпекаю оладьи примерно 3-4 минуты. После переворачиваю на другую сторону и пеку еще столько же. И также прикрываю крышкой. Румяные оладьи пицца получаются пышными, нежными и очень вкусными. В горячих, конечно же, сыр тянется тонкими ниточками, что всем очень всегда нравится. Следующий вариант завтрака чаще всего готовлю в воскресенье, ну или на какой-нибудь праздник. Кабачок натираю на мелкой терке и после дополнительно пюрирую при помощи погружного блендера. Немного солю, вбиваю яйца. Чтобы не пачкать еще и миксер, продолжаю все перемешивать при помощи блендера. К однородной яично-кабачковой массе добавляю молоко и всыпаю рисовую муку. Еще раз перемешиваю и оставляю настаиваться тесто для блинчиков минут на 15. Пока тесто настаивается, приготовлю паштет, который буду использовать сегодня для начинки. В глубокую емкость выкладываю 2 вареных вкрутую яйца. Туда же отправляю банку консервированного тунца в собственном соку, жидкость с него слила. Еще кладу зубчик чеснока, немножко его измельчаю и добавляю черный молотый перец и базилик. Наливаю растительное масло и при помощи погружного блендера довожу паштет до однородного состояния. Перекладываю в подходящую баночку и убираю в холодильник. Перед тем, как выпекать блины, сковороду хорошенько разогреваю и смазываю первый раз растительным маслом. Наливаю небольшой половник теста и разравниваю в круг примерно 15 см диаметром. Выпекаю блины на огне ниже среднего. Главное не торопиться их переворачивать. Первая сторона должна хорошенько подрумяниться, тогда блин перевернется легко. Такие блины хороши и сами по себе, но сегодня часть из них сделаю с начинкой. Блин выкладываю на доску и режу пополам. На 1/3 часть каждой половинки выкладываю чайную ложку паштета. Распределяю тонким слоем. Сверху кладу тонкий ломтик помидора и немножко укропа. Сворачиваю блинчик в аккуратный треугольник. Думаю, на видео вполне видно, как я это делаю. Еще раз повторюсь, эти блинчики даже без начинки невероятно вкусные и очень напоминают блины из пшеничной муки. И вряд ли кто-то догадается, что в составе этих блинов есть кабачок. Ну а с начинкой из нежнейшего паштета они просто невероятные. Готовьте, не пожалеете. Ну а я двигаюсь дальше. Для следующего завтрака взяла замороженный зеленый горошек. Можно взять и свежий, но у нас это редкость. Итак, горошек заливаю кипятком на 3-4 минуты. После кипяток сливаю и часть горошка, большую, примерно 2/3, выкладываю в измельчитель. Добавляю яйцо и измельчаю практически до однородного единого состояния. Теперь насыпаю цельнозерновую полбяную муку, можно взять пшеничную, добавляю разрыхлитель, сушеную мяту и сушеный базилик, а также мелко нарезанную зелень петрушки, зеленый лук и фету. Взбиваю до однородности. Теперь в эту массу выкладываю целый зеленый горошек. Перед выпеканием сковороду хорошенько разогреваю, промазываю каплей растительного масла. Выкладываю тесто для оладий и огонь убавляю до минимума. Сковороду закрываю крышкой и выпекаю оладьи примерно 2-3 минуты с каждой стороны. За это время они прекрасно пропекаются, получаются пышные, мягкие и очень нежные, а еще ароматные и пикантные, ведь в них столько пряных и ароматных трав. Подавать такие оладушки можно со сметаной или натуральным йогуртом. Для следующего завтрака готовлю очень необычный вариант пирога. Зеленый лук мелко нарезаю и выкладываю на сковороду с оливковым маслом. Огонь под сковородой достаточно сильный, лук обмякнет уже через несколько секунд.
Сразу к нему добавляю натертый кабачок. Совсем чуть-чуть досаливаю и на сильном огне готовлю 2-3 минуты. На овощи сверху крошу фету и сразу заливаю тестом. Тесто готовлю, конечно, немного ранее. Кефир смешиваю с разрыхлителем, добавляю яйца и оливковое масло. Всыпаю рисовую муку и перемешиваю до однородности. Соль в тесто не добавляю, так как в пироге присутствует фета, а она уже достаточно соленая. Итак, выливаю тесто поверх овощей и феты, огонь сразу убавляю до минимума и сковороду закрываю крышкой. Вот так пирог будет выглядеть примерно минут через 5, тесто практически пропеклось. Но чтобы его допечь и подрумянить, переверну пирог на другую сторону. Очень легко это сделать при помощи тарелки. Далее выпекаю пирог еще примерно 4-5 минут и также под крышкой. Горячий пирог-перевертыш сверху посыпаю зеленью петрушки и тыквенными семечками. Верх этого пирога очень ароматный и сочный за счет кабачка. Тесто получается достаточно плотным, но очень вкусным, ведь в нем часто встречаются кусочки феты. Пирог хорош как в теплом, так и в холодном виде. И еще хочу показать вариант очень интересного летнего омлета, для которого я беру несколько соцветий брокколи, режу их на более мелкие части. Готовлю брокколи на хорошо разогретой сковороде с добавлением оливкового масла. Через пару минут выкладываю нарезанные брусочками цукини. Чуть-чуть овощи досаливаю и добавляю листики свежего орегано, можно использовать сушеный. Делаю омлетную смесь. 2 яйца смешиваю, но не взбиваю. Добавляю мелко натертый пармезан, можно взять любой твердый сыр. Еще раз перемешиваю и вливаю омлетную массу на сковороду. Теперь огонь убавляю до минимального, закрываю сковороду крышкой и готовлю 7-8 минут. Омлет с добавлением сыра всегда очень вкусный, ну а овощи в этом омлете просто вне конкуренции. Получаются они аль денте, то есть слегка похрустывают. Это самый вкусный вариант брокколи, который может быть.